На этих кадрах роддом в Мариуполе, как уверяют авторы ролика. Российские войска разбомбили перинатальный центр, в котором находились пациентки. Но на этом видео ни одного новорожденного, а внутри нет погибших и раненых, только выбитые стекла и перевернутые пустые кровати. Роддом уже был зачищен от медицинского персонала и был зачищен от рожениц. То есть там не находилось людей. Те, кто их использовали, делали это вот для этой плашки. Это съемка с экрана. Все это было показано в эфире CNN, показывают только с одной стороны. Минобороны России все это называют срежиссированной провокацией. Накануне Россия объявила режим тишины для безопасной эвакуации мирных жителей. Никаких задач по поражению целей не было. Да и фугасный снаряд, о котором пишут украинские СМИ, просто уничтожил бы строение. Характер внешних и внутренних повреждений здания может ввести в заблуждение массовую непрофессиональную аудиторию Европы и США, для которой и делалась эта постановка, но не экспертов. Фугасный авиационный боеприпас даже меньшей мощности просто ничего бы не оставил от внешних стен здания. Фотоснимки территории и больницы содержат свидетельства двух отдельных постановочных взрывов рядом с больницей. Заглубленного подземного и еще одного небольшой мощности, направленного в корпус больницы. Вот воронка первого, вот последствия второго, посеченные стены. Официальный Киев заявил о 17 пострадавших. В местных пабликах пишут, что роддом давно был эвакуирован, и его занимали бойцы Нацбата. Это еще 8 марта изданию «Лента» рассказывал один из жителей Мариуполя, которому удалось выбраться из города. Военные сбили все замки, разогнали персонал роддома, а в здании устроили огневые точки, чтобы, как объяснили медикам, подготовить к обороне крепость Мариуполь. На возражение у военных реакция стандартная. Удары прикладами, стрельба в воздух. Вот еще деталь на многих фотографиях и на видео одна и та же девушка. Быстро выяснилось, что это мариупольская модель и бьюти-блогер Мариана Подгурская, а фотографировал ее Евгений Малолетко, сотрудничающий со Associated Press. Западные СМИ демонстрировали преимущественно эти кадры. Иностранные журналисты трижды задавали главе МИДа Сергею Лаврову один и тот же вопрос, явно не желая слушать ответ. Ну вот видите, третий раз спрашивают меня про родильный дом. И третий раз не хотят услышать ответа. А вы сейчас не слушаете, по-моему. 7 марта, 3 дня назад, на заседании Совета Безопасности ООН были предъявлены факты нашей делегации о том, что этот родильный дом давно захвачен батальоном «Азов» и прочими радикалами, откуда выгнали всех роженец, всех медсестер, вообще весь обслуживающий персонал. Это была база ультрарадикального батальона «Азов». Эти данные были предъявлены 3 дня назад. Поэтому делайте выводы сами, каким образом манипулируются общественные мнения во всем мире. А вот как постпред России при ООН Василий Небензя рассказывал Совбезу о нацбатальонах. Отмечаем, что украинские радикалы с каждым днем все отчетливее показывают свое истинное лицо. Местные жители сообщают, что, выгнав весь персонал роддома номер 1 города Мариуполь, вооруженные силы Украины оборудовали в нем огневую позицию. Ими был полностью разрушен один из детских садов города. Об этом прекрасно знают жители Мариуполя, с которыми удалось поговорить моему коллеге Андрею Руденко. На первых кадрах, появившихся в соцсетях, видно, что из здания выносят мужчин в военной форме. Родные тех, кто работал в роддоме, говорят, здание было захвачено националистами. 28 числа при созвоне со своими родителями, с матерью, которая работает в роддоме, она сказала, что с понедельника их никого не выпускают на работу. В территорию роддома зашли войска, украинские. Это Азов, не Азов, не могу сейчас сказать. О том, что в этом роддоме находятся украинские военные, народная милиция ДНР уведомила заранее международные правозащитные организации. Мы вышли на морги и больницы Мариуполя и стали проверять информацию. Да, нам подтвердили. Очень прискорбно о том, что в пеленках доставили 19 человек с шевронами 36-й бригады морской пехоты и Азова. Но эти данные официальный Киев вряд ли подтвердит. Почему они не демонстрируют всех
раненых, они любые царапины, грубо говоря, да, которые появлялись там на их бойцах или на ком-то из гражданских, они с разных ракурсов показывают и максимально везде это распространяют. При этом украинские военные используют мирное население как живой щит. Стало тоже небезопасно, потому что населенный пункт был на окраине и простреливался Украиной. Получается, вырвались оттуда. Я сходил к командованию российскому, уточнил, узнал, что нам делать, как нам лучше выехать. Они нам посоветовали, помогли. В самом Мариуполе в данный момент идет зачистка. Дорога жизни из Мариуполя Донецкой Народной Республикой открыта. Но оттуда выходят немногие. Националисты из Азов заминировали все подходы к городу. Ведут огонь по колоннам с мирными жителями. Те, кто вышел, рассказывают страшные вещи. Им, можно сказать, повезло выбраться из ада, который им устроили внутри города националисты. Оборудование огневых точек внутри социальных объектов – типичная тактика нацбатов. При этом сами постоянно распространяют фейки. Вот кадры с маленьким ребенком, который, по словам и западных, и украинских СМИ, оставшись без родителей, в одиночку вынужден был пересекать границу с Польшей. Этот фейк пришлось опровергать даже польской погранслужбе. А вот еще видео якобы разрушенного Харькова, на самом деле это последствия взрыва в Бейрутском порту 2020 года. Виднеется даже море, которого рядом с Харьковом нет и в помине. Но для тех, кто не следит за новостной повесткой, таких жутких кадров достаточно, чтобы сделать нужные выводы. Виталий Кармазин, Вести.